Привет, друзья! Если кто-то еще не слышал и тем более не пробовал арбузный мед, то посмотреть этот ролик вам нужно обязательно. Обязательно. Для приготовления арбузного меда нужно всего два ингредиента, а именно арбуз и сахар. Готовится арбузный мед, или как его еще называют на моей малой родине, тошап, из самых спелых арбузов поздних сортов. В них больше глюкозы и сахарозы, благодаря которым во время варки арбузный сок становится более густым. Записал я этот ролик у себя на малой родине, а помогали, вернее делали мед непосредственно моя мама и мой брат. Мое же участие в этом процессе было минимальным. Для начала промоем арбузы под проточной холодной водой. Берем чистый алюминиевый таз и прямо в нем с помощью ножа разрезаем арбуз на две половинки. Этот процесс нужен для того, чтобы сохранилась каждая капелька сока во время нарезки. Затем берем чистую столовую ложку и вынимаем из каждой половинки арбуза мякоть прямо в алюминиевый таз. Затем при помощи толкушки или руками разминаем мякоть арбуза до пюреобразного состояния. Остающиеся косточки и выжимки нам тоже понадобятся. Поэтому на чистую кастрюлю устанавливаем такое же чистое ситечко и протираем через него столовой ложкой всю арбузную мякоть. Таким образом мы отделяем семечки с выжимкой. Алюминиевую кастрюлю с соком ставим на плиту, включенную на сильный огонь. Доводим сок до кипения и на сильном же огне кипятим его. На другой конфорке, а в нашем случае на другой плите, ставим кипятиться все, что осталось после процеживания сока. Выжимки с семечками нужно проварить в течение не менее 2 часов, после чего жидкость из них надо процедить в отдельную чистую кастрюлю. Когда из основной части сока выпарится процентов 20 жидкости, то процеженный с выжимок сок нужно понемногу, не сразу весь, добавить в кастрюлю. При этом надо следить, чтобы ни в коем случае не остановился процесс кипения. Это очень важно. И вообще временно прерывать кипение, а уж тем более прекращать процесс приготовления меда, перенося его на следующий день, ни в коем случае не рекомендуется, так как это существенно повлияет на вкусовые качества получившегося продукта. Теперь наступает самый длительный, но не самый трудный этап. Огонь под соком надо перевести на уровень, поддерживающий непрерывное кипение. Время от времени нужно следить за этим и в случае необходимости корректировать уровень огня. Жидкость в кастрюле будет испаряться и густеть в течение нескольких часов. У нас этот этап занял около 5 часов. Следующий этап, по сути, завершающий и достаточно трудоемкий. Сначала в сок нужно добавить сахар. Во-первых, это сделает продукт гуще и слаще, потому что без сахара мед может получиться с кислинкой, что для этого продукта не совсем хорошо. Во-вторых, сахар, как известно, является очень хорошим натуральным консервантом, а мед этот готовится, как правило, не для сиюминутного потребления, а для хранения не менее 6-7 месяцев. После добавления сахара и когда в кастрюле останется приблизительно 20% от первоначального количества сока, а его консистенция достигнет негустой сметаны или сливок, нужно вооружиться чистым половником и им выполнять вот такую нехитрую, но нелегкую процедуру. Этот процесс позволяет более интенсивно выпариваться лишние жидкости и не дает меду прилипнуть к дну кастрюли. У нас по времени это заняло еще часа полтора. А вообще прекращение подогрева меда на огне основывается исключительно на интуитивном уровне. Потому что здесь очень важно попасть в ту золотую середину, когда мед получится нужной консистенции, не жидкий и не сильно густой.
А впрочем, здесь уже дело вкуса. Что касается меня, то я люблю, когда тошап немного густой, и при намазывании его на бутерброд с маслом или сыром он не стекает с бутерброда. Арбузный мед готов. Подвожу итог. Из 6 арбузов общим весом 52 килограмма получилось около 40 литров сока, а конечного продукта 4,5 литра. Если бы сделали чуть пожиже, то получилось бы и все 5 литров. Общее количество времени без учета подготовки тары 8 часов. Да, друзья, на приготовление такого количества арбузного меда уходит практически весь световой день, если начинать работу с утра. Но, уверяю вас, оно того стоит. Получившийся мед лучше разлить по стеклянным банкам, оставив под крышкой минимум места для воздуха. В моих будущих роликах я покажу, какие сладости можно испечь с добавлением арбузного меда и ради чего стоило тратить столько времени и усилий на его приготовление. А чтобы не пропустить ничего, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, для меня это важно, и оставляйте комментарии. Делитесь ссылкой на этот ролик с друзьями в социальных сетях и мессенджерах. До новых встреч!